大家好，我叫丽娜。今天我要说一下我在学校的时候，我喜欢这个中国的学校，因为孩子都是那么好的，表现那么好，老师就那么好跟我们说话，再给我们看影片，就我们会懂他说什么。然后吃饭的时候吃午餐，我喜欢，因为就是老师和校长都给我们好像最好吃的东西，这样子就会变成那么好。老师的表现都那么好。所以我很喜欢，跟俄罗斯的学校就不一样，因为那边俄罗斯的孩子都会这样子碰你或是推你，然后你会受伤，然后老师都不会怎么样，这样子说，受伤了没关系，回去家。然后这里。我这一个受伤，然后他们就请我去看医生，就很好笑。然后校长都会跟小朋友一起讲话，他会在学校走来走去，这个也很好。因为俄罗斯学校的校长他都会在他的房间这样子坐着，然后什么都不会做，这样子看着一张纸，然后我们都看不到他，然后有小朋友都不知道她是女生。然后这里的学校就有那个活动中心，校长都会在那边表演，或是其他的小朋友会做事情的，就乌克丽丽的，或是舞蹈比赛的那里的小朋友都会在那边表演。我这个也很喜欢，因为我也有在那边表演。如果有一个错也没关系，因为我就这样子说跟老师，老师，我刚刚有在表演的时候我有一个错了，他就说没关系，一个错也没关系，就那么好了。校长他都会给其他的朋友一个礼物，或是一天一个礼物，然后另外一天也有一个礼物了。每一天他就给我很多礼物，他就给我我不会用的东西，我就这样子看着这个东西，然后说，校长，我不会用这个东西，为什么你要给我？他就这样子，可是你要这样子学其他的东西呀，你要学不同的事情，这个我也很喜欢。因为俄罗斯的那里的校长不会跟小朋友玩，可是讲话他就不会给我们礼物。然后那里的俄罗斯学校的老师，他们都会骗小朋友，这个我不喜欢的事情。
Меня зовут Лина. Сегодня я расскажу, как я учусь и что все делают в школе. Учителя мне нравятся тем, что они всегда добрые, что директор может устраивать всякие мероприятия, что он тоже дарит всем детям хорошим. Мне, например, тоже в первые дни дарил кучу подарков. Еще мне нравится эта школа, в которую я хожу, тем, что эта школа устраивает разные вот эти курсы, и всегда получаются какие-то новые. Что-то придумывают учителя, как бы сделать школу лучше. И не говорят, что перемена дается учителям, чтобы отдохнуть от детей. Такого нету. Такое было в российской школе. Учителя всегда говорили, когда злились, они всегда злились, что перемена дается только для учителей, чтобы они отдохнули от этих назойливых детей. Российские дети привыкли, что их обижают, что их постоянно могут учителя ударить даже. Сегодня у нас родительское собрание, совмещенное с каким-то выступлением и пикником. Вот, всех позвали в местный парк. Парк для встречи выбрали просто с потрясающей панорамой. Видно город Тайчжун. Расскажу про свой день. Я встаю в 6:30. В 7 можно идти уже в школу. Если ты пришел пораньше, то можно пообщаться с другими детьми, кто тоже пришел пораньше. Кто-то может есть завтраки, купленные его перед школой в магазине завтраков. Наступает время, когда уже остальные ученики приходят. Все идут в 2 ряда к тетям, которые пшикают тут средства от микробов на руках и измеряют температуру. Как муравьи бегают по муравейнику. Мы в 7:40, дети, должны уже быть в школе, должны уже прийти в класс, и начинаются утренние процедуры. Кто где метет, кто моет полы. Например, там выйти за пределы класса, где-то лестницу помыть, почистить, перила тряпкой протереть. Потом, когда вот эта вот музыка останавливается специальная для этого времени, нужно уже спуститься со всех этих вот мест и пойти в класс, рассесться по местам. И начинается как бы первый урок.
А уроков 4 в обычный день. Они длятся с 8 до 12. Потом у нас между уроков идет 20-минутные перемены. Надоели эти машины. По всей улице вот так вот. На переменах мы можем выйти на улицу, что очень большая редкость в российской школе. У китайской школы есть своя площадка, и туда вся школа сбегается. Перемена — это время для учеников. Мы могли выбегать из класса куда-то, могли бегать по всей школе. Но в российской школе нам не разрешали иногда даже из класса выйти. В китайской школе еще там есть дежурные, которые не позволяют бегать по некоторым коридорам, чтобы для безопасности, чтобы не столкнуться. Если нет дежурных, то все бегают туда-сюда, туда-сюда. А если кто-то из-за угла выбежал, как, например, случалось иногда со мной, что можно в кого-то вот так врезаться. И это будет очень больно. После окончания уроков в 12 нам приносят еду. Потом распределяются, кто накладывает другим, кто будет нести тарелку того, кто накладывает, кто будет жидкость для полоскания рта наливать. После еды мы чистим зубы или же полощем рот специальной жидкостью. Я думаю постоянно, что директор нам просит приносить самое вкусное, самую лучшую еду. Потому что приносят иногда всякие разные булочки с разными начинками. Там бывает всякая клубника на некоторые праздники, праздничные тортики такие. Мы иногда можем в некоторые дни, когда учительница решит, что пора, мы можем жарить на мини-сковородке. Мы однажды жарили попкорн. У нас не раз были пикники. Учительница за день, за два от назначенного пикника говорит, что принесите то-то, то-то, то-то. У нас в классе есть несколько детей, которые рулят некоторыми детьми, другими. Есть одна девочка, которая рулит всем классом. И она с 1 класса, как ее выбрали в 1 классе, так она, насколько я поняла, не меняется вообще. А есть вот эти вот дети, которые рулят, что будет делать маленькая группа, состоящая из 6 человек. Они могут меняться местами с другими детьми. Роли назначаются по оценкам. Дети, которые стоят под дежурством рулевого, они делают все, что он скажет. И могут что-то предложить, могут что-то предпринять, но только посоветовавшись с рулевым. Ты была рулевой? Нет, поскольку я еще недостаточно привыкла к здешним правилам, и я вполне еще не готова к этому. Мы можем всем классам, когда идут уроки, например, на перемене учительница куда-то ушла и кто-то позвонил, мы можем сами ответить. На уроке или тоже на перемене мы можем учительница, если скажет, идите туда-то, принесите это. Мы можем вдвоем, втроем бежать до того места. Также мы можем учительнице от охранника принести чай, например, кофе там,
что она скажет нам принести, то мы принесем. Дети здесь очень послушные. Мне тоже начали уже доверять такие послания, типа, но я же еще не совсем все понимаю. Я же только учусь еще. У нас в китайской школе, в которую я хожу, по крайней мере, есть в классе висит рейтинг учеников. И там за поведение, за хорошо написанную контрольную даются красные, желтые, синие или черные маленькие магнитики. Черное обозначает, что ты что-то плохо сделал. Например, кого-то ударил, пока бежал. Даже так случайно мечом куда-то попал. Или специально или случайно забросил мяч за ограду. Это такое бывает постоянно. Тоже можно понизить свой рейтинг. Если наберется 5 черных магнитиков, то надо выполнить задание из учебника китайского языка. Красные магнитики дают за хорошее поведение и за помощь учительнице. Поскольку я такая на среднем уровне, то у меня постоянно то мне дают красный магнитик, либо забирают. Красные магнитики забирают тоже за плохое поведение. Дети иногда могут обмануть учительницу. Они хотят себе хитростью поубавить этих черных магнитиков или вообще их убрать. Если учительница замечает, или же главный по классу видит это, или, например, замечает что-то странное на доске рангов, то да, могут наказать. Наказывают, например, не выходить из класса на перемене. Жесткие наказания никогда не проходят. Только весь день сидеть в классе, или же добавить еще магнитиков. Самое страшное, что могут сделать учителя, это наругать, в смысле накричать. Да, учителя могут повышать здесь голос, но это такая редкость в моей школе, в которую я хожу. Такая редкость, что, они все такие добренькие, такие миленькие, что нет, они на постоянное такое хмурство не способны. Например, моя в российской школе учительница постоянно так ходила по классу, по школе, везде. И что бы мы ни сделали, постоянно здесь же они могут что-то объяснить. И если ты не понял, то они могут еще раз объяснить. Если ты что-то плохо сделал, например, еще раз плохое сделал также, во второй, в третий раз они уже могут тебя наругать. Типа, ты так не делай, я тебе сделаю то-то, то-то, то-то. Угрожать они тоже умеют. Но никогда не выполняют своих обещаний насчет угроз. После обеда дети расходятся кто куда. Одни идут домой. Они могут сами уходить. Некоторых забирают родители, домой увозят на машинах, на мотоциклах. Кого-то же уводят сотрудники продленок вне школы.
Некоторые же остаются прямо в школе, и после окончательной уборки в классе, после ухода других учеников, продленышники остаются, школьные продленышники, вот так их назвать можно. Они переходят в другой класс, в соседний, например, и там их встречают другие дети и учительница продленки школьной. Когда заходишь в соседний класс в продленку, то надо быть потише, потому что это проходит сон час. Все спят на столе. У кого есть с собой кофта, какая-нибудь ветровка, это сойдет как подушка. Вот в таком положении мне не всегда было удобно. У нас длится сон час, а то и 1,5 часа. За 30 пометок, что домашнее задание сделано, ты можешь вытянуть из одной коробочки наугад карточку, и там будет написано: от учительницы получишь 1 подарок или 2. Например, еще есть, я вытаскивала получить вот эту печеньку, 1 печеньку или 2. Или, например, что там еще было? Пропустить сон час. То есть во время сон часа ты можешь, например, делать уроки. Как вот сидеть и делать уроки, и тебе ничего не будет. Когда сон час, нельзя подходить с уроками к учительнице, если у тебя нет карточки. Да и в принципе нельзя, не разрешила. Мы просто делаем домашку. Кто когда хочет. Когда я впервые поступила в мою сейчасшнюю школу, я была в шоке, потому что учительница продленки, я еще спросила маму, почему учительница продленки так хорошо мне может что-то объяснить, и я ее понимаю без переводчика. Я ничего не понимаю, что она говорит, на китайском же все-таки, но я все равно понимаю. Я не понимаю, но понимаю. А как? Впервые, когда я поступила в школу в эту, мне вот было учительницу в классе вообще не понять. Было же 30 человек, и она не может объяснять все только мне. Не может уделять время только вот для меня. Поэтому, когда я шла в продленку, я что-то спрашивала учительницы, как знала. Или, например, через переводчик. И она могла вот своим, я не знаю, каким волшебством, она мне раскладывала в голове по полочкам все, что говорила учительница в классе. Учительница продленки поощряет нас постоянно. Кто сделал первую домашку, тот может, например, следить за поведением класса продленки. Если кто-то что-то очень-очень такое что-то пишет там у себя, или, например, играет например, там тихо-тихо что-то свое делает, вот тогда ему можно поставить кружочек на его место. А вот если вот прям вот шумные, ребенок какой-то играет, там что-то делает, то ему ставится крестик. Достигла 3 крестика и не выходишь из класса на перемене. Школа празднует день рождения школы. Вот это новое здание построили. Спортплощадка. И тут утром в субботу проводят мероприятие. Вот все школьники выстроились. Сейчас будет типа марш.
Доня пошла. 3年级的小朋友，举起你的双手。 Прогулочка по школе. Классы. Тут коридор заканчивается полем. Выходишь так вот, а здесь что-то выращивают. Спортзал на 3-м этаже крытый. Вот площадка. 亲爱的校友们，我们需要你的参与，麻烦有兴趣的小朋友或者是点到名的要赶快出席，快一点。 с 3-го этажа. Предметов у нас много, а контрольный идет только по 3 предметам. По китайскому языку, по математике и по английскому. Что очень даже удобно. Я сделала вывод, что мне больше нравится в китайской школе, чем в российской. Пусть русские дети не боятся сюда приехать. Всем спасибо, пока. Все прочитал? Пойдем дальше за Линой. Обязательный ритуал — подолбиться к соседям, у которых есть собака. Ну, вдруг выскочит, полает, тогда можно будет погавкать друг на друга. Как же не залезть на все выступающие поверхности, на все лавочки, на все какие-то бетонные блоки. Хорошо сидим? Да, сядь. Нужно проверить все цветочки, все лепесточки, все ли на месте. С прошлого раза ничего не изменилось? Ну, конечно же, как не зайти в какие-нибудь укромные местечки, где что-нибудь спрятано, закрыто или грязное, да? Точно. Чуть-чуть полазить, да, у людей? Да. И здесь мало. Все камушки надо потрогать, все рисунки посмотреть, конечно. Вот и встретились, это твой друг. Пройти мимо бордюра невозможно. Нужно найти все бордюры у нас на районе. А, и еще все колеса, да. Еще все колеса. У тебя вон сестра уже вышла. Ты все еще здесь пробираешься. Кто там пришел? Привет! Привет, котеночек. До школы на самом деле 5 минут туда, 5 минут обратно. Но с учетом всех обстоятельств, я думаю, дойдем мы в итоге через 2 часа.